Шарлотта Бронте от лица лорда Чарльза Уэллесли. Это был прекрасный летний вечер, когда я прогуливался по одной из самых оживленных и великолепных улиц Вердополиса. Солнце уже склонялось к закату, заливая небосвод золотисто-пурпурными тонами, а воздух был наполнен сладким ароматом цветов из ближайших садов и легким шумом городской жизни экипажами, голосами прохожих, далекой музыкой. Вдруг мое внимание привлекла фигура, показавшаяся мне знакомой. Это была молодая женщина, необычайной, почти неземной красоты, одетая с изысканным вкусом и элегантностью, которая выдавала ее высокое положение. Рядом с ней шла пожилая дама с резкими неприятными чертами лица, одетая скромнее, но с видом человека, привыкшего повелевать. Я тотчас узнал в молодой женщине маркизу Мариан, супругу моего брата, маркиза Артура Дуро, человека, чье имя гремело по всей Англии. Мариан выглядела встревоженной, ее обычно безмятежное лицо было бледным, а глаза блуждали с беспокойством. Спутница ее, как я вскоре узнал, была никто иная, как миссис Фоксли, бывшая гувернантка Мариан, женщина, чье влияние в прошлом мой брат строго запретил жене поддерживать. Артур всегда говорил, что эта особа несет в себе яд интриг и дурных воспоминаний. Они свернули в один из домов на тихой боковой улице, и я, повинуясь внезапному порыву любопытства и братской заботы, последовал за ними на некотором расстоянии. Что могла означать эта тайная встреча? Почему Мариан, обычно столь послушная и преданная мужу, нарушила его строгий запрет? В доме, куда они вошли, царил полумрак и тишина, прерываемая лишь тиканьем старинных часов в углу. Я, воспользовавшись знакомством с хозяином, одним из мелких чиновников при дворе, сумел проникнуть внутрь под благовидным предлогом визита. Сердце мое билось чаще обычного, ибо я предчувствовал, что становлюсь свидетелем чего-то, что может нарушить покой моего брата. В небольшой гостиной, освещенной лишь слабым светом свечи, стояла миссис Фоксли с холодной змеиной улыбкой на тонких губах, полной затаенной злобы и расчета. Перед ней, дрожа как осиновый лист, стояла маркиза Мариан. Ее прекрасное лицо, обычно озаренное нежным румянцем счастья, теперь было бледно, как полотно, а глаза, полные слез, умоляюще смотрели на бывшую гувернантку. «Мариан, моя дорогая», — начала мисс Фоксли голосом сладким, но пропитанным ядом, — «как ты выросла в истинную красавицу! Ты стала настоящей леди, супругой одного из самых могущественных людей Англии. Но помнишь ли ты те далекие дни в старом доме у моря, когда я была твоей единственной защитницей и наставницей? Помнишь ли ты тайны твоего рождения, твоего истинного происхождения, которые до сих пор скрыты от всего света и от твоего гордого мужа, в особенности?» Мариан пошатнулась, схватившись рукой за спинку кресла. Голос ее, обычно мелодичный и нежный, теперь звучал, как шепот отчаяния. «Ради всего святого, мисс Фоксли, я умоляю вас, не говорите так. Артур, он не должен знать. Наша любовь — это все, что у меня есть в этом мире. Она мой щит, моя радость, моя жизнь». Фоксли издала сухой жесткий смешок, от которого у меня по спине пробежал холод. «Любовь? О, дитя мое, как ты наивна! Маркиз Дуро — человек чести, амбиций и непреклонной воли. И если правда о твоем прошлом выйдет наружу, а она выйдет, если ты не исполнишь мою скромную просьбу, твое хрупкое счастье рухнет, словно карточный домик под порывом ветра. У тебя есть неделя, Мариан, всего 1 неделя,
чтобы добыть то, что мне нужно, или я сама предстану перед твоим мужем и раскрою ему всю правду, тайну, которую ты так тщательно скрываешь». Мариан упала на колени, протягивая руки в мольбе. «Что вы хотите от меня? Денег? Я найду способ. Но только не это. Не разрушайте мою семью». Гувернантка наклонилась ближе, ее глаза блеснули в полумраке. «Денег? О, нет, моя милая. Мне нужно нечто большее. Документы, доказательства, которые подтвердят мое положение и дадут мне власть. И не вздумай советоваться с мужем, ни слова ему, иначе все будет потеряно в тот же миг». И я не мог больше оставаться в тени. Сердце мое разрывалось от жалости к невестке и гнева на эту интриганку. Но я понимал, что открытое вмешательство лишь усугубит дело. Тихо отступив, я покинул дом, полон мрачных предчувствий. Вернувшись домой, я застал брата в его кабинете. Артур, маркиз Дуро, стоял у окна, глядя на закат. Его высокая статная фигура изучала силу и благородство, но в глазах мелькала тень беспокойства. Он повернулся ко мне, и я увидел, как его лицо озарилось привычной братской теплотой. «Чарльз, брат мой, что привлекло тебя в такой час? Ты выглядишь встревоженным». Я колебался. Рассказать ли ему это все сразу? Но обещание молчания, которое я мысленно дал себе ради Мариан, удержало меня. «Нет ничего особенного, Артур. Просто вечерняя прогулка по городу. А как Мариан? Она здорова?» Он улыбнулся. Но улыбка вышла немного натянутой. Она немного устала в последнее время. Сын наш требует заботы, а дела при дворе отнимают у меня много времени. Но она сокровище, Чарльз. Никогда не думал, что найду такое счастье. В этот момент вошла Мариан. Она старалась держаться спокойно, но я заметил легкую дрожь в ее руках, когда она подошла к мужу и поцеловала его в щеку. Артур обнял ее нежно, но его взгляд, брошенный на меня поверх ее плеча, был полон вопросов. Так началась эта мучительная неделя. Мариан, разрываемая между любовью и страхом, леталась, как птица в клетке. Она пыталась найти способ удовлетворить требования Фоксли, не раскрывая тайны, но каждая встреча с гувернанткой истощала ее силы. Артур же, чуткий к малейшим переменам в поведении жены, начал замечать ее рассеянность, внезапные слезы, бессонные ночи. Ревность, эта ядовитая змея, стала поднимать голову в его душе. Однажды вечером, когда я снова случайно стал свидетелем их разговора, Артур спросил меня прямо. «Мариан, что с тобой? Ты изменилась. Есть ли что-то, что ты скрываешь от меня?» Она побледнела, но ответила силой, рожденной отчаянием. «Ничего, мой любимый, и я просто устала. Доверься мне». Но тайна, как тяжелое облако, нависла над их домом, и я знал, что скоро буря разразится. Прошло несколько дней с той роковой встречи. Мариан, словно тень былой себя, бродила по роскошным залам своего дома в Вердополисе. Великолепные покои, украшенные золотом и шелками, где некогда звучал смех и нежные слова любви, теперь казались ей тюрьмой, полной теней и шепотов. Она едва притрагивалась к еде. Ее глаза, прежде сиявшие счастьем материнства, теперь были затуманены тревогой. Маленький сын, наследник маркиза, плакал на руках няни, чувствуя беспокойство матери, но она не могла найти в себе сил даже утешить его. Артур, маркиз Дуро, возвращался с заседаний совета все более хмурым. Его гордый орлиный профиль, обычно озаренный уверенностью в своей власти и любви, теперь омрачался подозрением. Он замечал, как жена вздрагивает при его приближении,
как ее рука холодеет в его ладони, как она избегает прямого взгляда. Однажды вечером, когда солнце склонилось к горизонту, окрашивая небо в кроваво-золотые тона, он вошел в ее будуар и застал ее у окна, сжимающей в руке смятый платок. «Мариан», — произнес он низким вибрирующим голосом, в котором смешалась нежность и нарастающий гнев. «Что терзает тебя? Ты избегаешь меня, как будто я твой враг, а не муж. Скажи мне правду. И есть ли кто-то, кто встал между нами, или какая-то тайна, которую ты не смеешь мне открыть?» Она повернулась к нему. Ее прекрасное лицо побледнело, как мрамор, а глаза наполнились слезами, готовыми вот-вот пролиться. Голос ее дрожал, но в нем звучала отчаянная решимость. «Мой господин, мой возлюбленный Артур, клянусь тебе всем святым, нет никого, кто мог бы встать между нами. Моя любовь к тебе чиста и непоколебима, как скала в океане. Да, есть бремя, которое я должна нести одна. Не спрашивай меня сейчас, дай мне время, и все разрешится». Артур сжал кулаки, его глаза вспыхнули огнем ревности, той самой, что сжигает сердца сильных мужчин. «Время? У меня нет времени на загадки, когда речь идет о моем счастье, о моей жене. Если это Фоксли, та самая ведьма, что отравила твое детство, и если она осмелилась приблизиться к тебе снова, несмотря на мой запрет, я раздавлю ее, как насекомое». Мариан в ужасе схватила его за руку. «Нет, нет, ради бога, не делай этого. Ты не знаешь всей силы ее слов. Обещай мне, что не будешь вмешиваться. 1 неделя, и я освобожусь от этого кошмара». Он отстранился. Взгляд его стал холодным и гордым. «Ты просишь меня о доверии, но сама мне не доверяешь». «Хорошо, я подожду, но знай, Мариан, если тайна твоя окажется предательством нашей любви, ничто не спасет ни тебя, ни меня от последствий». С этими словами он вышел, оставив ее в слезах. И я, наблюдавший за этой сценой из соседней комнаты, ибо братская забота не позволяла мне оставаться в стороне, почувствовал, как сердце мое сжимается от жалости. Мариан была невинна в своей слабости, но прошлое, как призрак, тянулось за ней, угрожая разрушить все. Тем временем мисс Фоксли, эта хитрая интриганка с лицом, обезображенным морщинами злобы и расчета, ждала в своем скромном жилище. Она знала слабости своей бывшей воспитанницы и умело играла на них. Следующая их встреча произошла в уединенном парке, на окраине города, где тени деревьев скрывали их от посторонних глаз. Фоксли протянула руку с требованием. «Документы, Мариан. Те бумаги, что подтверждают твое право на положение, которое ты занимаешь, или признание в том, что ты не та, за кого себя выдаешь. Твое низкое происхождение, подмена, ложь, окружавшая твое детство, все это я могу раскрыть в 1 миг. Дай мне то, что я прошу, и я исчезну навсегда». Мариан, дрожа всем телом, пыталась торговаться, предлагала золото, драгоценности, но Фоксли была неумолима. Тайна, которую она держала, касалась самого сердца идентичности Мариан, намека на то, что ее рождение было окутано скандалом, а положение в обществе — результатом обмана или милости судьбы, которую легко разрушить. Дни тянулись в мучительном напряжении. Артур становился все более замкнутым, его ревность перерастала в холодную ярость. Я пытался говорить с ним как брат, но он отмахивался, погруженный в свои подозрения. Мариан же, разрываемая на части, металась между долгом и страхом, ища способ спасти свою любовь, не предав мужа. Дни тянулись в мучительном ожидании.
Мариан, измученная постоянным страхом разоблачения, предпринимала отчаянные попытки удовлетворить требования своей бывшей гувернантки, не предавая при этом доверия мужа. Она тайно встречалась с мисс Фоксли в укромных уголках Вердополиса, в тенистых аллеях-парках, в скромных кофейнях на окраине, где никто не узнал бы супругу маркиза Дуро. Каждый раз Фоксли с холодной расчетливостью и затаенной радостью от своей власти выдвигала все новые условия. То документы из семейного архива, то определенные суммы, то сведения, которые могли бы укрепить ее положение в обществе. «Твое происхождение, Мариан», — шипела она однажды, когда они стояли перед сенью старого дуба, — «не такое благородное, как ты заставила поверить весь свет. Подмена, ложь, окружавшая твое детство в том старом доме у моря. И если маркиз узнает, что его жена не такая чистая голубка, за которую он ее принимал, и его гордость не выдержит, он отвергнет тебя как негодный товар». Мариан, сжимая руки так, что ногти впивались в ладони, отвечала дрожащим голосом: «Я сделаю все, что в моих силах, но прошу вас, дайте мне еще немного времени. Мой муж, Артур, он уже подозревает неладное. Его ревность как пламя, готовое поглотить все вокруг». Артур же, маркиз Дуро, человек действия и сильных страстей, не мог далее терпеть эту завесу тайны. И его любовь к Мариан была глубокой и всепоглощающей, но гордость и честь не позволяли ему оставаться в неведении. Однажды ночью, когда луна заливала серебром спальню, он встал с постели и, подойдя к жене, которая лежала с открытыми глазами, полными слез, сказал с суровой нежностью: «Мариан, довольно. Я вижу твои муки, и они терзают мою душу острее кинжала. Скажи мне все. Кто эта женщина, что отравляет наш покой? Если это Фоксли, клянусь, я заставлю ее замолчать навсегда. Но если ты продолжишь скрывать, как я могу верить в нашу любовь?» Слезы хлынули из глаз Мариан. Она упала к его ногам, обнимая колени мужа. «О, Артур, мой повелитель, моя жизнь! Тайна моя не предательство, а бремя прошлого, которое я не смела возложить на твои плечи. Мисс Фоксли знает вещи о моем рождении, о моих ранних годах, которые могут бросить тень на наше счастье. Она шантажирует меня, требуя доказательств и власти. И я пыталась защитить нас, но теперь я вижу, что молчание лишь разрушает нас». Артур поднял ее, прижал к своей груди. Его глаза горели решимостью и любовью. «Никто не посмеет встать между нами. Завтра же я разберусь с этой интриганкой, а твоя тайна, пусть она выйдет на свет. Моя любовь сильнее любых призраков твоего прошлого. И я, лорд Чарльз Уэллесли, стал свидетелем этой сцены примирения и последующих событий. Конфронтация с мисс Фоксли произошла в ее скромном жилище. Артур с присущей ему властностью ворвался туда в сопровождении верных слуг. Гувернантка, увидев его, побледнела, но пыталась сохранить надменность. Однако под натиском его вопросов и угроз разоблачения ее собственных махинаций она сломалась. Тайна Мариан раскрылась. Она касалась обстоятельств ее сиротства и некоторых обстоятельств, связанных с ее опекой, но не несла в себе настоящего позора, лишь хитросплетение судьбы и обмана со стороны тех, кто когда-то окружал девочку. Артур, выслушав все, повернулся к жене с сияющим лицом. «Мариан, моя возлюбленная, ничто не может умалить твоей чести в моих глазах. Прошлое — это тень, а наше будущее — яркий свет любви». Так разрешилась эта драма. Тайна, что грозила разрушить семью, лишь укрепила узы между маркизом и его супругой.
Мисс Фоксли была изгнана из Вердополиса, а дом Дуро снова наполнился смехом и счастьем. Маленький наследник рос в атмосфере нежности, а я, наблюдая за всем этим, еще раз убедился в силе истинной любви, способной победить любые интриги и тени прошлого.